Я делала меренговый рулет, хотела показать вам, как я его делала. И я забыла, прикиньте, что надо снять. Я вам сейчас так покажу просто результат, что получилось. Но как-нибудь в следующий раз я, конечно же, сам процесс вам покажу. Вот такой вот меренговый рулетик. С клубничкой, вкуснота. Обалдеть. Как нам вкусно сегодня будет. Я такая сегодня чисто домашняя, прям гипер домашняя. Такой прикол, я же на интервальном голодании. Вчера мы покушали очень поздно. Очень поздно, это часов 10. Получается, мне для того, чтобы осуществить следующий прием пищи, нужно, чтобы 16 часов прошло. И это получается 2 часа дня. То есть сегодня в 2 часа дня мне только можно было что-то поесть. Ну, воду можно пить травяные чаи, но я не знаю, просто травяной чай пить мне неинтересно. Я пила просто воду до 2 часов. Пыталась себя чем-то занять, что-то поубираться, поискать рецептики, там еще мне какие-то дела нужно было сделать. И вот... Ну, и также мне нужно было сходить в магазин. И где-то в 12 я вышла уже в магазин. Думаю, я очень долго хожу по магазинам, пока все прочитаю, пока все полки пройду. Вот, как раз домой вернусь. И домой вернулась уже где-то 1:30. И в 2, наконец, поесть села. Я пытаюсь соблюдать вот эти вот 16 часов. Как раз в них проходят определенные процессы, там, сжигание жиров и так далее. Если вдруг так получилось, что, ну, был выходной день, да, и вот мы гуляли, и, естественно, до 6 часов вечера вы там в любом случае не успеете, ну, поужинать. Я себе позволяю поесть позже, но при одном условии, если следующий мой прием пищи после моего позднего ужина будет через 16 часов. Как вчера и получилось, я поела в 10. Я позволяю себе поесть в 10, но при условии, что через 16 часов, то есть в 2 часа дня, будет следующий прием пищи. Ну, короче, таким образом мы с Серегой теперь не кушаем вместе. Он завтракает рано, уходит на работу по делам, приходит после 6 уже. То есть я успеваю позавтракать сама, пообедать сама, поужинать сама. Вот, и он приходит после 6, получается, когда я уже поужинала, потому что на следующий день мне завтракать в 10. И я хочу попробовать сократить свое пищевое окно до 6 часов. То есть мое неедение будет 18-часовое, и в течение 6 часов я буду выстраивать как-то свои приемы пищи. Ну, скорее всего, это будет 2 приема пищи, потому что, мне кажется, это нереально в 6 часов 3 приема пищи как-то уложить. Это значит, что я в течение 6 часов буду постоянно что-то есть. Ну. У нас тут град пошел. Я прям только была на улице, там для котов миска начала болтаться от ветра. Я выбегала ее ловить. Ветер сильный просто. Только зашла, и град пошел, прикиньте, успела. Сейчас ходила в магазин, уже возвращаюсь. Покупала ингредиенты для тортика, для рулета. Сегодня хочу заехать в кафешку к нашим сербским друзьям и сделать им подарочек, сюрприз. А кто эти друзья? Вы, наверное, уже в моем влоге видели интервью с девушкой Невенной. Вот, так это их кафе, там работает, помогает маме она. Мама делает всякие торты, десерты. Кафешка называется Климт, кофейня. Все сделано в стиле Густава Климта, художника. Очень крутое место, очень крутые хозяева.
Поэтому я вам всем советую обязательно туда сходить и попробовать их десерты. Это просто безумно. Вот эта атмосфера, которая летает у них, витает в воздухе, вот эта вот доброта, милота, ну, это прям очень дорогого стоит, если честно. И приходишь туда и чувствуешь себя как дома. Обязательно сходите к ним. Это просто чудесные люди, мне кажется, с небес этих ангелов мне спустили на голову. Блин, купила себе, друзья, перчатки одноразовые в китайском. Не заметила, что сразу к ним написаны рекомендации на упаковке, что они не очень-то и хорошие. Ну как? Подсела на корейский влог. Девушка из России, ну вообще она из Казахстана, в России жила, переехала, ну, несколько лет назад, там, 20 лет назад, грубо говоря, в Корею, и снимает оттуда влоги очень часто достаточно, рассказывает про еду, культуру, ну, просто про домашние дела какие-то, про дочерей своих. И я поняла, что это настолько безумно интересно, что у меня был небольшое такое непонимание в голове, зачем снимать свою жизнь, мою конкретно, если это никому не интересно. Вот. А потом подумала, блин, ну, а какая разница? Ну, человек, которому будет интересно, он также становится и будет смотреть твои видео, что у тебя происходит, как у тебя проходят будни. Может быть, ты какие-то фишечки своими поделишься, какие-то лайфхаки там и так далее. Ну, или просто тебя приятно смотреть, слушать. Не знаю, может, ты несешь какую-то хорошую энергетику. Так вот, та девушка, она несла прям настолько такую приятную энергетику, вот ее просто приятно смотреть. Неважно, что она там делает, не знаю, убирается, что-то еще. Ну, просто приятно, там, не знаю, кормит собаку свою. Сейчас 7 часов утра, я ходила за крахмалом, мне не хватало на десертик для наших сербских друзей. И вот на что я готова, друзья. Вообще мне очень нравится просыпаться утром, и вот организм как будто пробуждается вместе с природой. Ну вот какое-то такое ощущение мягкое, как будто ты мягко просыпаешься. Вот, когда встаешь еще темно, и вместе с рассветом, да, с тем, как восходит солнце, у тебя мягко-мягко, медленно пробуждается организм. Это так приятно. Ужас. Встала, блин, 6:30, чтобы все успеть быстренько к 11 выйти. Но мое заднее место все равно в мыле, и я просто не успеваю. У меня тут вообще просто дурдом дома творится. Я вон даже сейчас по-быстрому причесочку помыла голову, шестерку поставила. Зато я сделала рулетик, друзья. Сейчас буду собирать и из коробочки вам его покажу. Слушайте, вообще просто чудо рулет. Он идеален тем, что там нет муки, как минимум. Он такой легкий, не сильно сладкий, нежненький, такой прям обалдеть просто. До меня, конечно, не сразу, но доперла, как собирать эту коробку, блин. Вот так вот выглядит рулет. Меренговый рулет, друзья. А здесь кусочки клубники. Ой, вкусно будет. Ой, вкусно. Он такой вот большой, массивный такой. Ну все, собираем. Вот так. Вот так. И вот это вот сюда, короче. Одной рукой неудобно. Все, поехали. Ну что, друзья, идем с тортиком. Вот она, кафешка. Приходите, гости. Друзья, ну вот мы и в кафе. Так, вы уже все соскучились, наверное, по Неве. Привет! Мы сейчас учим русский язык с Невеной. Она учит русский, я учу сербский. Мы друг другу помогаем. Завтрак, обед, ужин. Да.
До рычаг, рычаг и вечерак. Браво! Вечерак. Браво! Сейчас будем готовить десерты макаронцы. У них уже здесь есть готовые десерты, очень красивые, очень аппетитные. Шоколада. Шоколадные, как вы поняли. Три лече. Три лечи. Баклава, тирамису, как я вам сказала, киндер и кремовый. Крем-пита. Ovo, snimaj mene. Ovo je Galinina remek dela. Она говорит, что этот десерт сделала я. Najbolje, best, super, красота. Выставили, даже пока еще не пробовали, но очень-очень тоже красиво здесь смотрится. Так что приезжайте, очень красивое кафе, здесь можно присесть, очень уютненько. Очень красиво, в стиле Густава Климта, как я вам рассказывала. Еще есть новогодние украшения, посмотрите. Здесь очень много места, очень. Сделано все со вкусом, со стилем. Очень вкусный кофе. Так что добро пожаловать! Вот так. Красоту такую приготовили. Печурки, паста. Pasta. Очень красиво, посмотрите, как в ресторане. Приехали мы домой. Серега за мной заехал. Он поздоровался тоже с Невеной и ее семьей, очень чудесной семьей. Ой, сегодня так было здорово. Они на самом деле просто волшебные люди, и они прям заряжают положительной энергетикой. Они очень приятные, очень добродушные. Прям, ну, с ними безумно, в общем, приятно находиться. Мы сегодня с Невеной учили же сербский. Я сербский, она русский. И, знаете, я сегодня очень много сербских слов выучила. Очень быстро учится, когда ты именно с носителем практикуешь это. Ну, у нас бывают такие моменты, когда мы говорим на сербско-русско-английском. Это, конечно, неправильно. Но мы учимся. Доброе утречко всем. Ну как утречко, уже час дня, просто я не снимала что-то с утра. Собираюсь пойти в магазин за продуктами. Нужно будет сделать тортик. Птичье молоко. Серега очень хочет, очень любит этот десертик. Вот. И мне не хватает ингредиентов. Сейчас побегу быстро в магазин. Быстро сделаю этот десерт. Залью, чтобы застывал, чтобы к вечеру он уже был, когда Серега домой приедет. И поеду искать в городе где-то жидкую кожу для обуви. Представляете, столкнулись с такой ситуацией, что не можем нигде ее найти. Есть крема. У меня со вчерашнего дня башка прям вообще была опухлая, в том плане, что всегда тяжело, ну, когда ты общаешься с кем-то на другом языке и плохо знаешь язык, и параллельно это все учишь, это тяжело. Но, ну, я как бы не жалуюсь, я, наоборот, только рада, что я буду знать больше слов, больше языков и так далее. И плюс ко всему, вчера то, что у меня было мое заднее место в мыле. И завтра суббота, завтра мы отсыпаемся до последнего. А вообще, я еще поняла, что я сколько бы себя не заставляла вести Инстаграм, ну, не нравится мне это делать. Ну, я не люблю вести Инстаграм, записывать сторис, прям вот ежесекундно все-все-все, что у меня в жизни происходит. Ну, мне не нравится, что теперь поделаешь. Я понимаю, что это работа, ну, это кому-то работа в кайф. Мне не в кайф, вообще не в кайф. Инстаграм, все дела. Ютуб мне в кайф. Я настолько наслаждаюсь, когда сажусь монтировать видео, как вспоминаю все моменты, которые у нас происходили там за какой-то период. У меня на самом деле, я уже реально забываю русский язык и говорю как-то коряво. Вчера тоже не могла ничего по-русски нормально сказать.
Гуляй, шальная императрица. Слушайте, вот кто как распыляет на себя одеколон, парфюм и так далее. Вот я сейчас пшикнула сюда, но я стараюсь пшикать всегда в облако. Ну, девочки, наверное, поймут, а мальчики некоторые об этом не знают, смеются. Когда Серега первый раз увидел, как я пшикаюсь, он просто ржал до слез. Еще раз, мы берем флакон, пшикаем его в воздух вверх, и вот сюда в облако, пока это все летит вниз, в облако типа вот так вот встаешь. На самом деле аромат просто распределяется равномерно, и ну как-то резко не пахнет от тебя духами. Вот. Получается, как-то это все нежно выходит. Вот, поэтому я так делаю. Погодка, конечно, хорошая для февраля месяца. Сейчас у нас плюс 4 где-то. Ну, в целом не очень холодно. Я раньше, кстати, ходила вот по этой дорожке. А теперь мне приходится обходить вот так по соседней улице. Короче, потому что там в конце улицы есть собака. Не собака, щенок прям. Ну, такой щенок немецкой овчарки, что-то смесь с ней, в общем-то. И в прошлый раз, когда был дождь, мы все время с ней здоровались. Я шла в магазин по этой улице, и она там прыгала, бегала за забором, типа привет, привет. Я ее всегда гладила. И в этот раз я ее тоже погладила, пока пошла в магазин. И вот, когда шла обратно, меня черт дернул, в мысль промелькнула такая, что, сейчас эта собака начнет расти, и она же просто перепрыгнет через забор, там такой хиленький заборчик был. Вот, и представляете, поворачиваю на эту улицу, иду, смотрю, там какая-то собака. У меня зрение плохое, особо не видела, но маленькая. Подхожу ближе, понимаю, что это та самая собака. Мокро, чтобы вы понимали. А она радостная, бегает, прыгает. Короче, подхожу ближе, пытаюсь пройти незамеченной, но нет, она начинает прыгать на тебя, на меня. Я иду такая с сумками, с пакетами, она начинает на меня прыгать. Я в светлых штанах, почти белых, у меня есть такие бежевые штанишки, джинсы. Она начинает мне прыгать, лапами своими грязными. Я в шоке, думаю, что делать. Она начинает идти за мной. Она перепрыгнула через забор, представляете? Блин. Она начинает идти за мной и прыгать еще сзади. Я думаю, ладно, я так далеко не уйду, либо собака со мной уйдет, но типа это будет тупо. Вот, смотрю, хозяев нет. Я приоткрыла, калитку. Говорю, все, давай, заходи, куча, домой. А она не идет, она сидит возле меня. И не то, чтобы она там просто всегда сидит, да, возле меня, нет. Она начинает, чуть-чуть посидит там, секунд 10, и начинает прыгать опять на тебя. Я ее, давай, поставила свой пакет, я из магазина шла, и давай ее запихивать в эту калитку. Это было очень тяжело, я, получается, ее запихнула. Начинаю закрывать калитку, не успеваю, она выбегает опять. Это прикол, я уже думаю, соседи реально не слышат, не видят, что происходит, там все так близко находится. Вот, и, я опять ее начинаю заталкивать, она сопротивляется. Вот, я думала, все, во-первых, штаны можно выбросить, потому что там все в грязи было, я аж пожалела, что, ничего не взяла. Я ее запихиваю снова, закрываю, наконец, калитку и просто мотанула оттуда нахрен, пока она еще раз через забор не перепрыгнула. Пошла за камерой, представляете, покормила котиков. Вот еще один. 5 штук. Вы мои зайчики. Замерзли. Голодные. Холодные. Ну иди, понюхай. Но я вам еще дам, не переживайте. Накушайтесь. 5 штук, ёбстуды.